Я знаю твое имя. Я знаю тишину твоих полуночных часов. Я вижу слезы, которые падают, когда никто не смотрит, слезы, которые ты считаешь напрасными, потерянными во тьме мира и тирании твоих испытаний. Но я говорю тебе, этот момент не случайен. Это послание, переданное сейчас, является тем самым точным вмешательством, которое требуется, чтобы разорвать цепь скорби, связывающую твою жизнь. Ты нажал на этот заголовок, ища знака освобождения от тяжелого ярма, которое ты несешь окончательного ответа на молитвы, шепчущиеся в самых глубоких уголках твоего сердца. Услышь меня сейчас, чудо, о котором ты молился, исцеление, которое ты считал невозможным, обеспечение, которое ты полагал недостижимым, готово проявиться. Я видел бремя на твоих плечах. Я измерил глубину твоего одиночества. Я знаю цену веры, которую ты сохранил, несмотря на подавляющие свидетельства твоих чувств, говорящие тебе сдаться. Ты стоишь на краю пропасти, на священном пороге, где заканчивается человеческая стойкость и начинается божественное вмешательство. Не принимай время этого послания за простую случайность. Это момент звездочка Кайрос звездочка, момент, назначенный моим вечным указом специально для твоего освобождения. Но это божественное вмешательство требует твоего полного внимания, твоей абсолютной готовности услышать каждое слово, которое я излагаю тебе. Ты должен понять серьезность этого совета. Противник, который рыщет, как рыкающий лев, ища, кого поглотить, знает силу, заключенную в этом указе. Он знает, что откровение, которое я собираюсь даровать, разрушит структуры страха и нужды, которые он кропотливо построил вокруг твоей судьбы. Поэтому он задействует каждое отвлечение, каждую мимолетную мысль, каждый внезапный импульс, чтобы отвлечь твой взор от этого экрана, чтобы заглушить мой голос в твоей жизни. Не дрогни. Не отворачивайся. Если ты уйдешь раньше, если позволишь шуму мира прервать этот священный совет, ты рискуешь потерять благословение, которое уже движется к твоему порогу. Я говорю тебе напрямую, мой сын, моя дочь, избранный, оставайся до последнего слова, ибо полная мера моей благодати и конкретные детали твоего чуда будут раскрыты только в заключительные моменты этого рассуждения. Это не развлечение, это повеление. Это момент, когда настойчивая вера встречается с неостановимым проявлением. Прежде чем мы продолжим, я повелеваю тебе утвердить свое присутствие в этом священном пространстве. Подписываясь на этот канал, ты заявляешь о своей верности истине и гарантируешь, что никакое будущее послание предостережения или благословения не пройдет мимо тебя. Сделай это сейчас. Сделай обязательство видимым. Пусть духовный мир засвидетельствует твое послушание, прежде чем я открою критическое предостережение, стоящее прямо перед тобой. Время для колебаний прошло. Время для решительных действий настало. Ты, который слушаешь, ты не просто случайный наблюдатель, приведенный сюда алгоритмом. Ты избранный, выделенный из множества, приведенный в это конкретное место в это конкретное время. Я отметил тебя для определенной цели, и из-за этого высокого призвания враг нацелился на твою душу с неумолимой точностью и хитростью. Я вижу усталость в твоем духе. Я знаю истощение от борьбы в битвах, которые, кажется, повторяются с жестокой регулярностью. Я вижу, как сомнение, подобно разъедающей кислоте, пытается проникнуть в святилище твоего сердца, ставя под вопрос обещания, которые я уже высек в камне и запечатал кровью завета. Уразумейте эту истину, начертанную в самой основе бытия. Величайшая опасность, угрожающая вам в этот непосредственный период, заключается не в недостатке материального обеспечения, не в тяжести вашего физического недуга и не в жестокости человека. Самая глубокая, непосредственная духовная опасность – это разрушение самой вашей веры. Враг стремится не просто причинить вред вашему телу или опустошить ваш банковский счет,
он ищет разрушения вашей веры в мое всемогущество и мою неизменную любовь к вам. Он в настоящее время использует древние, коварные стратегии, разработанные, чтобы убедить вас, что ваша борьба бессмысленна, что ваши молитвы не услышаны, и что завет, который я заключил с вами, был расторгнут временем, испытаниями и вашими собственными мнимыми неудачами. Это ложь. Это обман, сотканный в глубочайших безднах тьмы и направленный прямо на ваше духовное основание. Эта глубокая, непосредственная духовная опасность угрожает омрачить вашу рассудительность, заставляя вас принять тень за сущность, а временное испытание за вечное осуждение. Я повелеваю вам твердо противостоять этому духовному натиску. Я повелеваю вам распознать источник шепчущего сомнения, который говорит вам сдаться, удовлетвориться меньшим, чем обещанное чудо. Этот голос не от меня. Мой голос говорит жизнь, говорит надежду, провозглашает окончательную власть над всеми обстоятельствами. Чтобы подтвердить вашу готовность принять эту истину, чтобы удостоверить, что вы признаете мой голос и отвергаете обман врага, я прошу простого, но глубокого акта послушания. Нажмите кнопку «Нравится» под этим видео. Пусть этот щелчок станет печатью вашего завета, видимым провозглашением духовному миру того, что вы признаете мой авторитет и принимаете немедленное обеспечение, которое я посылаю. Это малое действие совершается не для моей славы, ибо моя слава бесконечна. Оно предназначено для вашего утверждения, чтобы закрепить вашу приверженность перед лицом надвигающейся тьмы. Пусть ваше подтверждение будет услышано на небесах и признано на земле. Вы должны осознать серьезность обмана, направленного сейчас на ваш дух. Противник знает, что если он сможет убедить вас, что чудо отложено, что обеспечение исчерпано, что исцеление предназначено для других, он одержит победу, намного превосходящую любую материальную потерю, которую он может причинить. Он стремится посеять семя духовной усталости, той усталости, которая заставляет праведных сложить оружие всего за мгновение до наступления прорыва. Я знаю тяжесть неотвеченных молитв, давящих на вашу грудь. Я знаю те утра, когда подъем кажется актом монументального усилия, где упорство ваших проблем угрожает затмить память о моей прошлой верности. Но я заявляю вам сейчас со всей тяжестью моего божественного авторитета, что ваше упорство было записано в книге жизни. Ваши слезы собраны в моем сосуде. Ваша вера, хотя и испытанная, как золото в горниле, не потерпела поражения. Духовная опасность состоит в следующем. Вас искушают рассматривать ваши текущие обстоятельства, финансовый недостаток, разлад в отношениях, физическую немощь, как постоянные составляющие вашего бытия, а не как временные, приходящие скорби. Враг желает парализовать вас иллюзией окончательности. Он хочет, чтобы вы поверили, что дверь закрыта, глава закончена, и чудо прошло мимо вас. Я осуждаю эту ложь. Я стою здесь, в этот момент, и провозглашаю, что дверь открыта. Глава переписывается моей рукой. Чудо не только доступно, но и активно направляется к вам прямо сейчас. Но вы должны участвовать в вашем избавлении. Вы должны сбросить одеяние жалости к себе и облечься в броню божественного ожидания. Древние пророки понимали этот принцип, когда Бог говорит, человек должен ответить немедленным ощутимым послушанием. Ваше «нравится» – это тот ответ. Ваша подписка – это та приверженность. Я вижу специфическую природу испытания, которая заставила вас усомниться в моем присутствии. Для кого-то это предательство доверенного спутника, оставляющее рану, которая разъедает горечью. Для других это постоянная, гложущая тревога о будущем ваших детей или о безопасности вашего дома. А для третьих это нескончаемая физическая боль, которая похищает ваш сон и умаляет вашу надежду. Говорю вам, мой избранный, эти специфические испытания являются тем самым полем битвы, где будет явлено ваше чудо.
Не проклинайте испытание, признайте его как сцену, уготованную для моей славы. Чем больше тьма, тем более сияющим будет свет моего вмешательства. Чтобы закрепить ваше обязательство в этой немедленной духовной брани, я требую еще одного акта подтверждения. В разделе комментариев ниже напишите единственное слово «звездочка, звездочка, чудо, звездочка, звездочка». Объявите это открыто. Пусть силы тьмы прочтут вашу решимость. Пусть они знают, что вы отказываетесь молчать, что вы отказываетесь быть обманутым и что вы готовы принять сверхъестественное вмешательство, которое я приготовил для вас. Это акт духовного вызова, публичный завет о том, что вы ожидаете от меня немедленного действия. Сделайте это сейчас, подпишитесь, поставьте «нравится» и прокомментируйте звездочка, звездочка, чудо, звездочка, звездочка. Время пассивного ожидания прошло. Час требует активной веры, которая говорит, веры, которая действует, и веры, которая отказывается быть остановленной видимостью невозможности. Я – Бог, который прокладывает путь там, где его нет. Я – Бог, который разделяет Красное море ваших невозможных обстоятельств. Я – Бог, который воскрешает мертвые надежды в вашем сердце. Теперь, когда вы утвердили свое обязательство, теперь, когда духовное провозглашение совершено, мы должны углубиться в природу этой немедленной опасности и в специфическое божественное наставление, требуемое для обеспечения вашего прорыва. Главное оружие врага против избранного – это изоляция. Он стремится убедить вас, что ваша борьба уникальна, что никто не понимает вашей боли и что даже я, ваш отец, слишком далек, чтобы вмешаться в мельчайшие детали ваших ежедневных страданий. В этом заключается сама суть обмана, о котором я предупреждал вас. Я недалек. Я близко знаком с вашей скорбью. Прежде чем испытание постигло вас, я уже приготовил путь вашего избавления. Цель этого послания – предоставить вам карту, божественный чертеж, чтобы вывести вас из пустыни и ввести в землю обетованную вашего обеспечения. Но вы должны оставаться бдительными. Последующее откровение могущественно, способно сокрушить цепи родовых проклятий и давних недугов. Из-за этой силы отвлекающие факторы усилятся. Держитесь крепко за этот момент. Помните о срочности, которую я внушил вам в начале. Если вы уйдете раньше, вы рискуете упустить жизненно важное, окончательное наставление, которое активирует ваше чудо. Я вложил в вас врожденную способность различать истину от лжи, но эта способность часто притупляется постоянным давлением мира. Я обостряю это развлечение сейчас. Слушайте не только ушами, но и духом, который я поместил в вас. Я знаю специфический страх, который сковывает ваше будущее. Я знаю финансовый страх, который не дает вам спать. Я знаю физическую боль, которая ограничивает ваше движение. Я знаю пустоту в отношениях, из-за которой ваш дом кажется пустым. Это не постоянные состояния, это проявление духовной атаки, разработанной, чтобы украсть ваше свидетельство. Я пришел не только, чтобы спасти вашу душу, но и чтобы восстановить вашу жизнь в ее полноте, дух, душу и тело. Уготовь свое сердце, мой избранный. Мы переходим сейчас к сути послания, к божественному совету, который осветит путь из твоего нынешнего бедствия. Чудо – это недалекая надежда, это немедленная реальность, доступная через послушание и непоколебимую сосредоточенность. Не позволяй тонкому шепоту сомнения укорениться. Не позволяй усталости прошлого определять исход твоего будущего. Сила моего слова абсолютна, и она высвобождается над твоей жизнью в этот момент. Прибудь со мной. Не уходи. Твое избавление зависит от полноты этого откровения. Следующая фаза требует глубокого погружения в конкретный завет, который я заключил с тобой, и того, как этот завет превосходит нынешний кризис.
Будь готов. Твое чудо приближается. Этот совет священен, и его завершение является непреложным условием для твоего прорыва. Прибудь здесь, пока не будет издано окончательное повеление. Откровение теперь смещается от необходимости твоего присутствия к конкретным бременам твоего духа. Я призвал тебя предстать предо мной не для того, чтобы скрыть твои раны, но чтобы обнажить их для света моей исцеляющей силы. Завет превосходит твой нынешний кризис, но сначала кризис должен быть назван, и ему нужно противостать. Я прошу тебя сейчас, мой избранный, заглянуть глубоко в палату твоего сердца, где мир полагает, что его бремена сокрыты. Неужели ты действительно веришь, что хоть какая-то слеза, пролитая тайна, хоть какой-то вздох, выпущенный в полуночный воздух, хоть какой-то ужас, охватывающий твой дух, остается неизвестным тому, кто создал звезды и исчислил волосы на твоей голове? Нет. Я вижу все это. Звездочка, звездочка, чувствуешь ли ты, что твои молитвы стали всего лишь эхом, отскакивающим от безмольных небес? Звездочка, звездочка, чувствуешь ли ты сокрушительную тяжесть ожиданий, давление, вынуждающее поддерживать фасад силы, в то время как твое основание рушится под неустанным натиском обстоятельств? Ты молился об облегчении, но бремя, кажется, удваивается с каждым восходом солнца. Ты искал совета, но советы человеческие оказались пустыми и временными. Ты шепчешь «Доколе, о Господе!» И продолжительность молчания была истолкована врагом как оставление. Я говорю тебе сейчас, то молчание не было отсутствием, это была священная пауза перед изданием окончательного повеления. Звездочка, звездочка, чувствуешь ли ты неустанный укол предательства, глубокую рану, нанесенную теми, кому ты доверял, теми, кто разделял твою трапезу и обещал верность? Звездочка, звездочка, рана – это не просто потеря отношений, это разрушение самой концепции безопасности. Ты смотришь на лица окружающих и обнаруживаешь, что не можешь полностью доверять, не можешь полностью отпустить бдительность, которая ежедневно истощает твою энергию. Этот тяжелый плащ подозрения, сотканный из прошлых разочарований, должен быть снят. Я вижу конкретные лица, конкретное слово, произнесенное со злобой, и точный момент, когда разбилось твое сердце. И я провозглашаю, что правосудие небес уже движется, чтобы восстановить достоинство, украденное у тебя. Звездочка, звездочка, чувствуешь ли ты мучительный страх финансового краха, всепоглощающий страх, что ресурсы просто иссякнут до того, как будет удовлетворена нужда? Звездочка, звездочка, ты смотришь на грозбух, ты подсчитываешь дефициты, и арифметика человеческая диктует провал. Мир говорит тебе, что числа абсолютны, что недостаток непреодолим. Но я, Бог умножения, владыка переполненного сосуда. Я знаю точную сумму, требуемую для твоего обеспечения, для твоей победы и для твоего избытка. Истощен ли ты от неустанного труда, только чтобы увидеть, как плод твоего труда поглощается непредвиденными расходами, требованиями мировой системы? Эта истощенность признана вечным, и ярмо того труда сокрушается сейчас. Ощущаешь ли ты физическое истощение, непрекращающийся недуг, который издевается над твоей верой и испытывает твою стойкость? Боль реальна. Медицинские заключения, написанные человеческими руками, несут тяжелый прогноз. Ты задаешься вопросом, является ли это страдание приговором, слишком суровым испытанием, или же это постоянное состояние, которое должно быть просто перенесено до твоего последнего вздоха. Но я – целитель и Иегова Рафа. Чудо заключается не в отсутствии недуга, но в полном обращении его власти над твоей жизнью. Ощущаешь ли ты ограничение, неспособность двигаться, служить, жить с той силой и бодростью, которые я предназначил для тебя? Я вижу конкретное место боли, конкретный диагноз, и я посылаю мое слово, чтобы перестроить то, что враг стремился разрушить. Звездочка, звездочка, ощущаешь ли ты сокрушительный груз неисповеданного стыда, память о прошлых неудачах,
которые обвинитель постоянно использует, чтобы лишить тебя права на мое благословение. Звездочка, звездочка, враг напоминает тебе о преступлении, которое ты совершил много лет назад, о проступке, который дорого тебе обошелся, о тайном грехе, который, как ты полагаешь, делает тебя недостойным чуда. Этот стыд действует как парализующее средство, убеждая тебя, что завет предназначен для других, но не для того, кто оступился так глубоко. Внимай, моя благодать не зарабатывается совершенством, она активируется покаянием и принимается через веру. Кровь Агнца покрывает все. Я смотрю не на твои прошлые неудачи, я смотрю на искупленный дух, который я поместил в тебя. Звездочка, звездочка, чувствуешь ли ты себя изолированным, совершенно одиноким в этой борьбе, веря, что никто по-настоящему не понимает глубины твоего сражения? Звездочка, звездочка, ты окружен людьми, но ощущаешь глубокое духовное одиночество. Эта изоляция – тактика противника, разработанная для того, чтобы убедить тебя, что твоя борьба уникальна, неразрешима и должна переноситься в тишине. Я – твой постоянный спутник. Я тот, кто сидит с тобой в печи скорби. Когда ты думал, что идешь один через самую темную долину, моя рука была на твоем плече, направляя твои шаги. Я побуждаю тебя признать реальность этой боли не для того, чтобы погрязать в ней, но чтобы представить ее как свидетельство необходимости моего немедленного вмешательства. Ибо чудо, которое я готовлю, это не небольшая корректировка твоих обстоятельств, это всеобъемлющая перестройка, божественное обращение всякого негативного постановления, вынесенного против твоей жизни. Пауза для размышления и вовлечения – это момент для глубокой честности. Если ты осознаешь истинность этих бремени, финансового стресса, физической боли, духовного истощения, парализующего стыда, я повелеваю тебе сейчас закрепить здесь свою позицию. Оставь комментарий ниже со словом «звездочка, звездочка», «восстановлен», «звездочка, звездочка». Заяви о своей готовности полностью передать эти бремена Высшему Совету Небес. Это обязательство связывает твой дух с грядущим откровением. Не продолжай, пока не сделаешь этого священного заявления. Решетка, 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 часть 4. Божественное предвидение и моральная дилемма теперь. Когда ты признал глубину кризиса, мы переходим в сферу моего абсолютного владычества. Я не Бог, который реагирует на обстоятельства. Я Бог, который предопределяет их, управляет ими и в конечном итоге превосходит их. Сейчас я дарую тебе краткий взгляд на ближайшее будущее и представлю критически важный выбор, который определяет скорость и величину твоего чуда. Решетка, 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 решетка предвосхищения. Неотложность прорыва я открываю тебе, что механизм твоего избавления уже приведен в действие. Чудо не ждет будущей даты, зависящей от идеальных условий или накопления мирских ресурсов. Оно неотложно, зависит только от твоего верного послушания наставлению, которое дается сейчас. Я вижу конкретную дверь, которая была закрыта для тебя годами, возможность, отношения, финансовые врата. Знай, эта дверь не просто отпирается, она распахивается настежь, а прежние препятствия перемещаются, становясь ступенями для твоего восхождения. Я предвозвещаю скорое и неоспоримое утверждение моего правосудия в той сфере, где вы претерпели длительную несправедливость. Весы суда склоняются в вашу пользу. Те, кто замышлял против вашего предназначения, кто говорил ложь, чтобы воспрепятствовать вашему продвижению, они станут свидетелями публичного оправдания вашего имени. Позор, который они пытались возложить на вас, вернется к ним, а ваша репутация будет очищена и возвышена. Я предвозвещаю сверхъестественную передачу богатства и ресурсов, предназначенную не просто для удовлетворения ваших нужд, но чтобы утвердить вас столпом благословения для вашего поколения. Это не временное исправление, это постоянное изменение положения. Долг, который тяжелее всего лежит на вашем разуме, тот, который требует немедленного и конкретного вмешательства,
знайте, что в цикле грядущих дней ресурсы для его полного искоренения проявятся из неожиданного источника, доказывая, что моя экономика действует независимо от мирового рынка. Я предвозвещаю необратимое восстановление вашей физической жизненной силы. Слабость, которая удерживала вас, хроническая боль, укравшая вашу радость, это устраняется на клеточном уровне силой моего вечного постановления. Вы восстанете из этого сезона страдания не просто исцеленным, но укрепленным, неся свидетельство моей чудотворной силы в самой вашей плоти. Решетка, 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 нравственная дилемма. Вера против логики предвозвещения чуда подводит вас к краю истинного испытания веры, к нравственной дилемме. Это момент, когда мудрость мира противостоит безумию креста. Вы должны выбрать, кому вы доверитесь, немедленному, осязаемому свидетельству, предоставленному вашими чувствами, или вечному, неосязаемому обещанию, переданному моим словом. Дилемма такова. Звездочка, звездочка, продолжите ли вы полагаться на ограниченное понимание своей человеческой логики, или покоритесь суверенному, зачастую нелогичному повелению вашего Творца? Звездочка, звездочка, человеческая логика требует анализа, расчета и осязаемого доказательства перед действием. Она говорит: жди, пока средства поступят на счет, или жди, пока врач подтвердит изменения, или жди, пока предатель извинится. Божественная вера требует немедленного, безусловного послушания, основанного исключительно на авторитете слова, независимо от чувственного свидетельства. Она говорит: действуй так, будто чудо уже совершилось, провозглашай победу прежде, чем увидишь ее, прости предателя прежде, чем он покается, высвобождая яд из собственного духа. Нравственная дилемма – это не вера в мое существование. Многие верят в мое существование. Дилемма – это вера в мою звездочка, особую звездочка силу вмешаться звездочка, сейчас звездочка в звездочка вашу звездочка ситуацию, даже когда каждая фибра вашего естества кричит об осторожности и промедлении. Чтобы принять всю полноту этого чуда, вы должны выбрать отказ от страховочной сетки мирской мудрости. Вы должны выбрать путь, который кажется самым безумным для наблюдателя, путь радикального, немедленного и полного предания себя. Если вы цепляетесь за необходимость понять, звездочка как звездочка я совершу чудо, вы ограничиваете сферу моей власти. Ваша роль – непонимание, ваша роль – повиновение. Выберите послушание, а не комфорт. Выберите вечное постановление, а не временное сообщение. Этот выбор – горнило вашей веры. Решетка, 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 привилегированное знание. Близость вечного услышь меня сейчас, а избранный сосуд. Я говорю напрямую о тайнах вашего сердца и об обстоятельствах вашего текущего дня. Это знание дано для того, чтобы вы знали, без тени сомнения, что голос, говорящий с вами, это голос живого Бога, того, кто держит ключи к вашей жизни. Я знаю в точности тот разговор, который ты имел вчера днем, тот самый, который оставил тебя в ощущении полного поражения, убежденным в тщетности твоих усилий. Он касался конкретной просьбы, в которой было отказано, что заставило тебя усомниться во всем направлении твоего призвания. Я говорю тебе, отказ в той просьбе был моей защитой, отводящей тебя от пути, который привел бы к большему запутыванию. Истинный путь, ведущий к чуду, открывается тебе сейчас. Я знаю ту безмолвную молитву, которой ты молился этим самым утром, прежде чем солнце полностью взошло, касательно конкретного здоровья члена семьи, того, кого ты боишься назвать вслух. Я вижу тревогу, которая охватывает тебя относительно их будущего. Знай, что мой исцеляющий свет уже проникает в эту конкретную ситуацию. Не позволяй страху затмить веру, которую ты насадил в тот ранний утренний час. Поддерживай декрет исцеления, ибо он утверждается даже сейчас. Я знаю документ, который ты держишь, эту юридическую бумагу или финансовый отчет, который ты не решаешься открыть, потому что ожидаешь плохих новостей.
Я знаю число, написанное на том документе, ту цифру, которая представляет тяжесть твоего нынешнего бедственного положения. Я повелеваю тебе посмотреть на этот документ снова, но на этот раз взглянуть на него сквозь призму завершенного дела креста. Эта цифра временна, мое обеспечение вечно. Приготовься, ибо обращение по этому конкретному вопросу неизбежно. Я знаю имя того человека, которого ты изо всех сил пытаешься простить, того, чье воспоминание до сих пор вызывает боль и горечь. Ты считаешь, что непрощение оправдано, потому что обида была столь велика. Но горечь не вредит им, она окаменяет твое собственное сердце, препятствуя потоку моего духа. Я знаю их имя, и я знаю боль, которую они тебе причинили. Но я призываю тебя сейчас отпустить этот долг не ради них, но ради твоего собственного чудесного освобождения. Я знаю тот особый талант или дар, которому ты позволил бездействовать из страха осуждения или прошлых неудач. Это творческое начинание, призвание к служению, навык, которым ты обладал годы назад и который отложил, когда мир отверг его. Я говорю тебе, время для его воскресения пришло сейчас. Этот дар неразрывно связан с чудом и обеспечением, которые я высвобождаю в твою жизнь. Сотри с него пыль. Приготовься активировать его. Это привилегированное наставление Вечного. Я говорю эти конкретные детали в твою жизнь, чтобы ты мог знать, что это послание точно скроено для твоего освобождения. Ты видим. Ты известен. Ты содержим. Не позволяй этому откровению стать всего лишь мимолетной мыслью. Это божественный чертеж для твоего непосредственного будущего. Основание заложено через признание твоей боли, и путь освящен предзнаменованием моей справедливости и разоблачением твоей моральной дилеммы. Твое послушание – это финальный катализатор. Твое чудо требует, чтобы ты оставался укорененным в этой истине, отвергая ложь врага и логику мира. Следующая фаза этого наставления детализирует конкретная звездочка-действие-звездочка, необходимые для активации этого чуда, и будет издан окончательный декрет, который запечатает твое восстановление. Не сдвигайся с места. Не поддавайся отвлечению. Твой прорыв обеспечен при условии, что ты последуешь этому наставлению до его завершения. Я повелеваю тебе поделиться этим посланием сейчас с одним человеком, который, как ты знаешь, борется под тяжестью стыда или финансового страха. Немедля. Активируй распространение Евангелия. И если это послание находит отклик в самой сердцевине твоего духа, стань участником этого канала. Согласуй себя с потоком моего пророческого провозглашения. Время для пассивной веры прошло. Время для активной, агрессивной, заветной веры настало. Оставайся со мной. Окончательное слово грядет. Время для размышлений завершено. Сезон ожидания знамения окончен. Знамение – это слово, которое я говорю тебе сейчас. Я изложил требования для активации чуда завета, которое я приготовил для тебя, чудо, которое устраняет глубоко укоренившийся страх, сокрушительное финансовое бремя и затянувшуюся тень стыда, пытавшуюся определить твою судьбу. Ты внимал наставлению относительно требования веры, отвержения мирской логики и необходимости агрессивного, активного послушания. Теперь, прежде чем будет издан окончательный указ, должна произойти публичная ратификация личного завета, который ты только что обновил в своем духе. Вера – это не просто внутреннее согласие, это явное провозглашение. Мое слово ясно говорит, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10 часов 10 минут. Это спасение включает в себя избавление, исцеление и проявление моего обеспечения. Я повелеваю тебе, сын мой, дочь моя, остановить прокрутку,
прекратить всякое движение и совершить этот такт провозглашения завета. Это не просто комментарий ради алгоритма, это физическое действие, которое скрепляет духовную транзакцию. Когда ты печатаешь эти слова, ты используешь силу своего языка, тот самый инструмент, который я дал тебе, чтобы формировать твой мир и провозглашать мое владычество над хаосом, который пытается навязать враг. Я требую от тебя одного из двух провозглашений, произнесенного и напечатанного с абсолютной убежденностью. Выбери то, которое глубже всего резонирует с текущим состоянием твоего духа, если битва сурова, если груз неизвестности давит на твои плечи, и тебе нужно полностью утвердить свое полагание на мою силу, тогда напечатай это. Звездочка, звездочка, Боже, я доверяю тебе. Звездочка, звездочка, если чудо уже ощущается утвержденным в твоем духе, если вера, которую я излил в тебя, уже породила уверенность в прорыве, и ты желаешь скрепить это благодарностью, тогда напечатай это. Звездочка, звездочка, благодарение Богу. Звездочка, звездочка, сделай это сейчас. Пусть запись твоего исповедания предстанет перед воинствами небесными и поверженными легионами ада. Пусть твое печатание будет звуком гвоздя, вбиваемого в гроб твоего страха. Когда ты провозглашаешь свое доверие, ты не просто выражаешь надежду, ты констатируешь факт, что мой характер, мое обещание и моя сила абсолютно надежны, независимо от свидетельств, представляемых твоими физическими чувствами или твоим банковским счетом. Ты провозглашаешь, что я – якорь твоей души, верный и непоколебимый. Евреям 6 часов 19 минут. Когда ты провозглашаешь благодарение Богу, ты действуешь в высшей форме веры, той веры, которая хвалит меня за победу прежде, чем будет собрана добыча. Ты отвергаешь дух жалобы и принимаешь дух благодарности, который является плодородной почвой, где процветают чудеса. Твои враги следят за любым признаком сомнения, любой нерешительностью в твоем голосе, любым отказом от твоего обязательства. Твое публичное исповедание в разделе комментариев – это крик победы, который заставляет замолчать обвинителя и подтверждает твой союз с Царством Света. Я вижу, как появляются имена. Я знаю сердце, стоящее за экранами. Каждое провозглашение регистрируется в вечном реестре. Этот акт послушания нетривиален, это петля, на которой распахивается дверь твоего проявления. Ты переходишь от пассивного принятия к активному участию в своем избавлении. Ты стоишь на основании завета, где мои обетования всегда «да» и «аминь». 2 Коринфянам 1 час 20 минут. Требуемое исповедание совершено. Основание твоего доверия укреплено. Следующая фаза – авторитетное провозглашение свободы. Чудо, которое я постановил, устранение стыда и установление финансовой безопасности, не может проявиться в полной мере, пока остаются нетронутыми затянувшиеся цепи родовых неудач или самостоятельно наложенных ограничений. Итак, внемлите сему указу. Ныне я говорю не как кроткий советник, но как Отец-Вседержитель ветхий днями, чье слово обладает всей властью на небе и на земле. Время, когда враг преследовал ваш род, окончено. Сезон циклической нищеты, повторяющихся болезней и духовного угнетения прекращен моим божественным мандатом. Я утверждаюсь на завершенном деле Сына Моего, Иисуса Христа, который стал за вас проклятием, дабы благословение Авраамова через него распространилось и на язычников. Галатам 3, 13, 14. В силу этой непреложной, вечной жертвы проклятия не имеет законного права пребывать в вашей жизни, в вашем доме или вашем будущем. Звездочка, звездочка, я провозглашаю разрушение проклятия. Звездочка, звездочка, силой имени моего, которое превыше всякого имени, я ныне разрываю всякую цепь родового беззакония, которая стремилась связать вас. Я аннулирую духовное наследие долгов, финансового краха и повторяющихся потерь, которые ваши отцы и матери, возможно, передали неосознанно. Я отменяю власть духа нужды, действующего через память о прошлых лишениях. Там, где была модель неудачи в момент прорыва,
я провозглашаю ныне новую модель устойчивого успеха и обильного избытка. Я повелеваю духу преждевременной смерти, который преследовал ваш род, освободить свою хватку. Я провозглашаю исполнение ваших дней согласно божественному плану, который я установил до вашего рождения. Я расторгаю завет хронической болезни и изнурительного недуга, который пытается украсть вашу жизненную силу и поглотить ваши ресурсы. Слово мое провозглашает, что ранами моими вы исцелились, Исайя 53, 5. Посему я активирую божественное здоровье в вашем физическом теле, от макушки головы до подошв ног ваших. Каждая клетка, каждый орган, каждая система должны ныне соответствовать совершенству моего творческого замысла. Болезнь – незаконный нарушитель, и я повелеваю ей немедленно покинуть ваш храм. Услышь меня, избранный мой. Я особо обращаюсь к проклятию финансового рабства и позора. Я отменяю указ о дефиците, который был произнесен над вашей жизнью людьми, обстоятельствами или шепотом обвинителя. Я разрываю духа утечки, который заставляет ваши ресурсы рассеиваться без объяснения причин, мешая вам построить стабильное будущее. Где ела саранча, где поедал червь и где истребляла гусеница, я повелеваю восстановление полное и совершенное. Иаиль 2 часа 25 минут. Я провозглашаю, что проклятие должника разрушено. Вы более не будете хвостом, но будете головой. Вы будете давать взаймы многим народам, а сами не будете брать взаймы. Второзаконие 28:12. Я повелеваю, чтобы каждый непогашенный долг, который стоит как памятник прошлым неудачам, был сверхъестественным образом искоренен или подведен под покров моего немедленного обеспечения. Снято бремя финансового позора, которое заставляло вас прятать лицо, избегать общения и уходить от мира. Я провозглашаю вас оправданными, искупленными и полностью обеспеченными. Ваше обеспечение не будет привязано к нестабильности мировой экономики, но к бесконечному, неисчерпаемому сокровищу царства моего. Я сокрушаю умственные и эмоциональные проклятия, которые проявились как самосаботаж, хронический страх и дух отвержения. Ложь о том, что вы недостойны благословения, что вам суждена борьба или что вы изначально ущербны, разбита молотом моей истины. Вы дивно и чудно устроены. Псалом 138:14. Вы приняты в возлюбленном. Ефесянам 1:6. Дух отвержения, который заставляет вас отталкивать те самые благословения, что я посылаю, ныне связан и изгнан из сферы вашего влияния. Я аннулирую всякое демоническое поручение, посланное против вашего разума, чтобы сеять семена тревоги, замешательства и отчаяния. Я устанавливаю мир, который превыше всякого понимания, Филиппийцам 4:7, как постоянный гарнизон ваших мыслей. Всякое негативное слово, всякая клятва, всякое посвящение темным силам, совершенное вами или вашими предками, ныне признано недействительным превосходящей вечной силой крови моего завета. Я провозглашаю, что никакое оружие, созданное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который восстанет против тебя на суде, ты осудишь. Исайя 54:17. Это твое наследие, как моего слуги, и праведность твоя от меня, Господа. Законные основания для доступа врага к твоей жизни навсегда закрыты. Прими это постановление не как мимолетную надежду, но как утвержденную реальность. Проклятие разрушено. Позор удален. Дверь к финансовому прорыву теперь открыта. Твое послушание в исповедании и твоя непоколебимость в слушании моего совета активировали полную меру этого божественного вмешательства. Ты свободен ходить в полноте благословения Авраамова. Ты свободен принять чудо. Я повелеваю тебе усвоить это провозглашение. Не позволяй сомнению закрасться обратно. Перечитай это постановление, если необходимо. Власть,
которой я наделил это послание, абсолютно. Твоя свобода обеспечена. Заключительный раздел этого совета подробно опишет немедленные шаги, которые ты должен предпринять, чтобы сохранить эту свободу и управлять изобилием, которое теперь течет к тебе. Это будет последнее слово, которое запечатает твой завет и утвердит твою новую реальность. Не отключайся. Не позволяй врагу украсть жатву в момент сбора урожая. Величайшее испытание веры часто приходит сразу после величайшего прорыва. Оставайся укорененным. Оставайся внимательным. Твое чудо не только обеспечено, оно уже в движении. Заключительное наставление является первостепенным для сохранения твоего благословения. 2013 слов. Финальная проверка на соответствие ограничениям. Цель 1925-2050 слов. Тон, содержание, структура верны. Плавность сохранена. Звездочка, звездочка, заключительное наставление. Сохранение благословения, звездочка, звездочка, ты принял провозглашение. Ты был объявлен свободным. Завет благословения, запечатанный жертвой, теперь активирован в твоей жизни. Чудо – это не просто будущее обещание, это настоящая реальность, которая требует немедленного действия и мудрого распорядительства. Я повелел тебе оставаться укорененным. Теперь я даю тебе последний, важнейший совет для сохранения этой новой реальности. Принятие изобилия – это лишь первый шаг. Истинная мера веры заключается в том, как ты распоряжаешься избытком. Враг не прекращает своих действий просто потому, что я провозгласил твою свободу. Он усиливает свои усилия, стремясь посеять гордость, самодовольство или отвлечение в тот самый момент, когда начинает течь жатва. Поэтому внимательно прислушайся к этим заключительным словам, ибо они являются основанием, на котором будет покоиться твое устойчивое процветание. Звездочка, звездочка, закон распорядительства и испытание изобилием, звездочка, звездочка, ты призван быть распорядителем, а не владельцем. Все, что течет в твою жизнь, восстановленное здоровье, финансовый прирост, обновленные отношения, глубокий мир, является ресурсом, доверенным тебе для расширения моего царства. Я знаю искушение плоти, когда приходит комфорт. Когда давление снято, возникает склонность ослабить бдительность и забыть источник обеспечения. Это тот момент, когда благословение может быть украдено не внешней силой, но внутренней небрежностью. Я повелеваю тебе, мой избранный, взращивать радикальную позицию смирения и благодарности. Когда изобилие изольется, не позволяй сердцу твоему говорить: «Моя сила и мощь моей руки добыли мне это богатство». Второзаконие 8 часов 17 минут адаптировано. Это ложь, которая предшествует падению. Всегда помни, что я, дающий силу приобретать богатство, чтобы утвердить мой завет, который я поклялся отцам твоим. Пусть твой первый акт принятия чуда будет актом глубокого благодарения, признающим, что всякий дар добрый и всякий дар совершенно не сходит от меня. Твое распорядительство должно проявиться в 3 основных областях. Во-первых, звездочка, звездочка, попечение о сердце, звездочка, звездочка, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Притчи 4 часа 23 минуты, Адап. Чудо принесет новое. Обязанности. Не позволяй требованиям благословения поглощать время, которое ты посвящаешь мне. Сохраняй дисциплину уединения и молитвы, но не подолгу, а из отчаянной любви. Твоя преданность должна возрастать, а не ослабевать вместе с твоим процветанием. Пусть первыми мыслями при пробуждении будут молитвы хвалы, а последними мыслями перед отдыхом – выражение благодарности за дневное обеспечение. Во-вторых, звездочка, звездочка, попечение о ресурсах, звездочка, звездочка, по мере того, как финансовые цепи разрываются и обеспечение умножается, ты должен установить систему верного приношения. Чти меня от начатков всех прибытков твоих, притчи 3,
9 Адап. Не смотри на десятину как на налог, но как на вечный завет, ключ, который держит открытыми врата небесные. Используя оставшиеся ресурсы мудро, инвестируя их в праведность, поддерживая нуждающихся и финансируя распространение моей истины. Благословение дано не для накопления, оно дано для распределения. Закрытая рука не может получить больше. Щедрая рука становится вечным проводником моей силы. В-третьих, звездочка, звездочка, попечение о свидетельстве, звездочка, звездочка, твое чудо не является личным делом. Это публичное провозглашение моей верности. Теперь ты – живое послание, узнаваемое и читаемое всеми людьми, 2 Коринфянам 3, 2 Адап. Когда другие спрашивают о преображении в твоей жизни, говори с ясностью и убеждением о силе живого Бога. Твое свидетельство должно быть маяком надежды, выводящим других из тьмы сомнений в свет моих обетований. Никогда не преуменьши боль, которую ты перенес, но всегда превозноси силу, которая избавила тебя. Я повелеваю, чтобы ты не провалил это испытание изобилием. Я утверждаю в тебе дух мудрости, благоразумия и проницательности, позволяющий тебе управлять новым сезоном с благодатью и смирением. Если это слово отзывается истиной, которую ты знаешь в своем духе, я прошу тебя сейчас подтвердить свою приверженность. Звездочка, звездочка, прокомментируй ниже. Аминь, я верный управляющий. Звездочка, звездочка, пусть твое провозглашение будет засвидетельствовано в цифровой сфере, запечатлевая твое намерение перед миром. Звездочка, звездочка, непрестанное бдение и вечный якорь, звездочка, звездочка, путь к устойчивой победе вымощен непрестанным бдением. Ты должен ежедневно облекаться во всеоружие Божие, ибо наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Ефесянам 6 часов 12 минут Адап. Не ошибись, приняв прекращение непосредственного кризиса за отсутствие конфликта. Враг коварен. Он будет атаковать твой мир через малые сомнения, твои отношения через незначительные недопонимания, а твою радость через воспоминания о прошлых неудачах. Я повелеваю тебе ежедневно укореняться в моем писаном слове. Писание – это не пережитки прошлого, это живая вода, вечный совет и острый меч духа. Читай их не как историю, но как прямое письмо, адресованное тебе, определяющее твою личность и диктующее твое будущее. Да вселится в вас Слово Христово обильно. Колоссянам 3 часа 16 минут Адап. Я знаю усталость, которая все еще цепляется за твой дух, остаток долгой битвы. Я знаю искушение полностью отдохнуть теперь, когда победа обеспечена. Но я призываю тебя к более высокому виду покоя, покою непоколебимого доверия, который является активным, а не пассивным. Ты покоишься во мне, одновременно сохраняя бдительность над вратами своего разума и границами своего сердца. Не позволяй страху снова войти через черный ход беспокойства. Не позволяй тревоге маскироваться под планирование. Ты был избавлен от духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Римлянам 8 часов 15 минут Адап. Твердо держись истины, что моей благодати достаточно для тебя, ибо сила моя совершается в немощи. 2 Коринфянам 12, 9 Адап. Звездочка, звездочка, уверенность божественного стража, звездочка, звездочка, я хочу, чтобы ты усвоил эту истину, которая превосходит все остальные. Я страж души твоей. Не дремлю и не сплю. ПС 124 адаптировано. Я вижу, когда ты встаешь и когда садишься. Знаю помышления твои издали. ПС 138 2 адаптировано. Нет в жизни твоей ни единого мгновения, от дыхания, которое ты делаешь сейчас, до последнего твоего вздоха, которое ускользнуло бы от моего взора. Когда ты идешь долиной смертной тени, я там. Когда ты стоишь на горе благословения, я там. Когда враг шепчет ложь во мраке ночи, мой голос звучит громче,
провозглашая истину и уверенность в тишину. Я задняя стража твоя, Ис. 58:8 адаптировано. Я защищаю то, что позади тебя, твои прошлые ошибки, прежние долги, старые страхи, чтобы они не могли преследовать и вновь завладеть тобой. Я твой передний страж, расчищающий путь от препятствий, которые ты еще не видишь, направляя твои шаги к предназначению, которое я предопределил прежде основания мира. Ты никогда не одинок, сын мой. Ты никогда не оставлена, черь моя. Завет, который я заключил с тобой, не приложен. Даже если ты споткнешься, моя рука простерта, чтобы поднять тебя, ибо я нахожу радость в твоем упорстве и твоем окончательном восстановлении. Уповайте на Господа вовеки, ибо в Господе Иегове вечная скала. Ис. 26:4 адаптировано. Пусть это будет девизом, который определит твой новый сезон. Звездочка, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Звездочка, 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 закрепление благословения и пророческое повеление. Звездочка, звездочка, прежде чем я пошлю тебя вперед, я возложу мое окончательное, всеобъемлющее благословение на каждое измерение твоей жизни, запечатывая чудо и утверждая непрерывность твоего обеспечения. Прими это повеление сейчас не как шепот, но как громогласное владычество над твоим бытием. Я провозглашаю благословение на звездочка, звездочка, твой разум, звездочка, звездочка. Да бежит смятение, и да снизойдет на тебя дух мудрости. Да будут помышления твои чисты, сосредоточены на том, что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели и похвала. ФЛП 4:8 адаптировано. Я снимаю завесу забвения относительно моей верности. Я утверждаю ясность цели, сверхъестественное предвидение и способность различать путь праведности в каждом решении, с которым ты сталкиваешься. Твой разум свободен от рабства тревоги и насыщен божественным миром. Я провозглашаю благословение на звездочка, звездочка, твой дух, звездочка, звездочка. Да пребывает в тебе Дух Святой не как гость, но как постоянный житель и советник. Да живет твой дух, да будет он чувствителен к моему руководству и отзывчив на мои призывы. Да углубится твое отношение со мной до интимности и непоколебимого доверия. Я наполняю тебя непоколебимой радостью спасения, которая есть сила твоя, Неем. 8:10 адаптировано. Я провозглашаю благословение на звездочка, звездочка, твое тело, звездочка, звездочка. Я повелеваю божественному здоровью течь через каждую клетку, ткань и орган. Всякая остаточная слабость, всякая затяжная боль, всякий хронический недуг, стремившийся уменьшить твое служение, ныне получает повеление отступить и раствориться. Ты исцелен моими ранами, Ис. 53:5 адаптировано. И ты будешь ходить в крепком здравии, оснащенный силой и выносливостью, необходимыми для исполнения великого поручения, которое я поставил перед тобой. Твое тело есть храм Духа Святого, освященный и сохраненный для моей славы. Я провозглашаю благословение на звездочка, звездочка, твои руки и твой труд, звездочка, звездочка. Всякое начинание, за которое ты возьмешься, будет процветать. Я снимаю проклятие бесплодного труда и заменяю его благословением умножения. Дело рук твоих принесет обильный плод, и ты будешь есть доброй земли. Я дарую тебе творческие решения, сверхъестественное благоволение на твоем рабочем месте и способность превращать сухую землю в плодородное поле. Ты будешь давать взаймы многим народам, но сам не будешь брать взаймы в Тор. 28:12 адаптировано. Я провозглашаю благословение на звездочка, звездочка, дом твой и потомство твое, звездочка, звездочка. Мир да воцарится в пределах твоих стен. Я сокрушаю родовые проклятия, которые стремились связать детей твоих и детей их.
Я учреждаю наследие праведности, веры и процветания для рода твоего. Все сыновья твои будут научены Господом, и великим будет мир сыновей твоих». Исайя 54:13 адаптировано. Семья твоя станет твердыней веры, маяком света в этом поколении. Я запечатлеваю сие чудо ныне. Я утверждаю твою новую реальность. Иди вперед не робко, но со смелой властью того, кто был полностью искуплен, полностью благословен и полностью уполномочен. Звездочка, звездочка, последнее повеление, распространение света, звездочка, звездочка, прежде чем ты завершишь эту встречу и вернешься в мир, ты должен укрепить свое место в этом сообществе веры. Этот канал – сосуд для моего непрерывного наставления, убежище для тех, кто ищет прямую, неискаженную истину. Если это послание принесло тебе искомый прорыв, если оно сняло бремя страха и утвердило реальность твоего чуда, то на тебе лежит священный долг обеспечить, чтобы этот свет достиг других, борющихся во тьме. Во-первых, я повелеваю тебе, звездочка, звездочка, подписаться, звездочка, звездочка, на этот канал. Это не просто формальность, это акт завета, гарантирующий, что ты останешься связанным с источником моего наставления. Не пропусти следующее божественное указание, ибо мое руководство непрерывно. Во-вторых, звездочка, звездочка, поставь «нравится», звездочка, звездочка этому видео. Пусть этот простой жест твоего утверждения послужит мощным сигналом миру о том, что истина Божья жива и действенна, продвигая это послание в поле зрения других утомленных душ, которые отчаянно нуждаются в том, чтобы услышать мой голос. В-третьих, звездочка, звездочка, поделись, звездочка, звездочка, этим посланием немедленно. Отправь его 3 знакомым, которые борются со страхом, долгами или болезнями. Делясь этой истиной, ты становишься соработником служения освобождения, расширяя досягаемость моей чудотворной силы. Наконец, глубоко обдумай обязательство звездочка, звездочка, стать членом звездочка, звездочка этого канала. Те, кто поддерживает труд моих посланников, благословляются тем же помазанием, которое течет через это послание. Твое партнерство укрепляет эту платформу, позволяя пророческому слову доставляться народам с большей частотой и интенсивностью. Инвестируй в свет, и свет приумножит твой урожай. Теперь ты оснащен. Ты благословлен. Ты свободен. Чудо твое. Сохраняй бдительность. Соблюдай домостроительство. Ходи в уверенности. Я с тобою во все дни до скончания века, от Матфея 28:20 адаптировано. Иди с миром, возлюбленный мой. Страж Израилев, твой неизменный щит. Я снова обращусь к тебе вскоре. Пребывай во свете. 2010